Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте продолжим нашу беседу про очень такое хорошее и прекрасное место, которое называется Завидово. Завидово, скажем так, поселение, село, район, который находится в Тверской области. Все, конечно, ошибочно считают, что Завидово это Московская область, но нет, Завидово это у нас получается Тверская область. Вот. Рядом с Завидово находится город такой, который называется Клин. Он находится от Завидово, ну, примерно где-то, ну, если на «Ласточке» ехать, то, ну, минут 15-20, вот так вот. На «Ласточке» едешь, и ты попадаешь в Клин. Вот. Клин — это уже у нас получается Московская область, а Завидово — это у нас Тверская область. Вот. В прошлой серии мы с вами говорили по поводу магазинов, которые находятся на территории Завидова. Но, скажем так, мы все не договорили. Мы можем еще разговаривать на эту тему очень долго-долго. Вот, потому что там магазинов предостаточно. Раньше, конечно, там было не очень много магазинов. А если и были такие магазины, то они были такие, знаете, ну, скажем так, такие сельские, простые. Там а люди просто организовали магазины, вот, фактически на своем же горбу возили всю эту еду, пищу и так далее. Но сейчас, конечно, появилось там достаточное количество магазинов. Я не могу вам сказать, что там прям такие супер-пупер маркеты, как, допустим, в той же Москве, там, в Твери или еще где-то. Нет. Там, конечно, магазины такие попроще. Вот, но в этих магазинах достаточное количество товара, чтобы не помереть с голоду. Ну и, конечно, можно что-то прикупить довольно-таки экзотическое и прикольно, как я, в принципе, в прошлой серии рассказывал вам о том, что, допустим, в сельском поселении Макшино, там у нас даже продается колбаса с Норильска, вот, заполярная. Для нас, конечно, это была новость, блин, что колбаса с Норильска продается там. Но это вообще прикол. Ну и, конечно, ценник у той колбасы был хороший, блин. Мне очень понравился ценник. Я, честно говоря, не помню, сколько стоила там эта колбаска. Но цена там довольно-таки, скажем так, круглая. Вот. Что по поводу, скажем так, быстрого питания, по поводу фастфуда, то у нас, значит, в Макшино целых две промышленные компании. Это компания KFC. Вот, там можно покушать фастфуда. Вот, если вы сторонник, конечно, фастфуда, то лучше, конечно, там не кушать. Вот, можно сходить в какое-нибудь другое место. На территории, значит, Макшино есть кафе, ресторан, ну, как хотите, так и называйте. Оно называется Старое Макшино. Вот. Там говорят, честно говоря, что неплохую делают пиццу. Я там ни разу не был, вот, но мне люди рассказывали, что там хорошая пицца. Но вот в ближайший отпуск пойду, конечно, схожу, попробую ихнюю вкусную пиццу. Вот, кроме KFC, значит, там есть, значит, у нас этот, еще Макдональдс. Они там находятся рядом, KFC и Макдональдс. Так что, если вам не нравится KFC, то, в принципе, можно сходить в Макдональдс. Ну, вы знаете Макдональдс там он и в Африке Макдональдс. Там все стандарт. То есть, вот чем мне нравится Макдональдс, то есть там ты куда ни заходи, если там картошка фри, то она осталась той же картошкой фри, которая была год назад, 5 лет назад, 10 лет назад. Ну, конечно, если вы сторонники вот этого всего фастфуда, то, конечно, не ходите туда. Можно сходить на территории Макшино, находятся разные магазины. Я знаю, на улице Полевой находится магазин Дмитрогорские продукты. Там, значит, у нас мясо, молоко, ну и так по мелочи. Но в основном такие мясные изделия, там сосиски, сардельки, мясо, там копчености всякие, ну и все в таком духе. Колбаса, естественно, колбаса какая хочешь. Там, блин, там классная еда, скажем так, вот, мне очень понравилось. Вот, кроме дмитрогорских продуктов, что там еще есть на территории Макшино? Там есть магазин такой, который называется Верхневолжские продукты. Он, конечно, такой не раскрученный бренд, скажем так, как дмитрогорские продукты, он, конечно, попроще, но там можно тоже прикупиться, там кое-что взять, то все пятое, десятое, вот, и там все подряд, короче. Если, допустим,
В Дмитрогорских продуктах там продается в основном молочка и мясные изделия, то там в Верхневолжских продуктах продается, значит, и молоко, и хлеб, и мясо, и курица, и овощи, все, короче, подряд продается. Я думаю, такой магазинчик, если вы туда зайдете, то, в принципе, продукты первой необходимости вы, естественно, возьмете. Вот, так что вот так вот. Что кроме этого всего есть? Значит, есть там, значит, на Полевой у нас две парикмахерские, то есть одна парикмахерская называется Orange, там довольно-таки неплохие парикмахеры, я ходил туда пару раз стричься, мне довольно-таки понравилось. Вот, такие приветливые девочки, молодые, можно пообщаться, поговорить о том, о сём, о пятом и десятом. Они все прекрасно знают, откуда мы, то есть они уже нас по акценту понимают. Так что вот такие дела у нас. Вот. И есть еще одна парикмахерская. Честно говоря, я не помню, как она называется. Но она находится на Солнечной 9А. Вот. Тоже неплохая парикмахерская. Я пару раз туда ходил тоже. Но, в принципе, меня тоже все устраивает. Вот. Вот на Солнечной 9А у нас еще находится пивной магазин. Там, значит, продаются пивные изделия, вот, разливные. Вот, тоже довольно-таки неплохой магазин. Я тоже туда захаживал и захаживаю. Мне тоже нравятся ихние, скажем так, пивоваренные напитки. Вот, кроме этого всего, там, значит, есть и закуска к этому всему. Ну, закуска стандартная, вы сами понимаете, какая там закуска. То есть там какие-то там чипсы, не чипсы, как сырочки, не сырочки. То есть можно что-нибудь к пиву взять. Если вы решите промочить горлышко пивом, то, конечно, заходите туда. Вот. Так, что у нас дальше? Дальше у нас на Полевой, вы знаете, у нас магазины в основном все на Полевой улице находятся. Вот у нас такой, скажем так, бульвар, магазинный бульвар. Ну вот, значит, на Полевой у нас находится виноводочный еще магазин. Там продают чисто вино. Я не знаю, откуда это вино везут. Вот, но я пару раз заходил, но не за вином. Я захотел туда водичку брать. То есть, если вы захотите водичку взять, то, в принципе, можно зайти туда, взять, попить что-нибудь себе. Но кроме водички, если вы любитель, то можете и горячительного взять. Вот. Рядом с этим магазином находится магазин Крым. Вот, там в этом магазине, он, конечно, такой простенький, вот, там все подряд продается, там все, ну вот, от А до Я. Такой, знаете, магазинчик, там всего понемножку. И то, и сё, и пятое, десятое, тоже неплохой магазин. Называется Крым. Вот. Рядом с этим магазином Крым, значит, у нас находится магазин сотовой связи. То есть там всякие моменты, связанные с сотовой связью, там и сим-карты продаются, если я не ошибаюсь. Я точно, вот, честно говоря, вам не скажу это. Но то, что в том магазине делают дубликаты ключей от домофонов, это да, это 100%, я вам говорю, потому что я ходил туда, у нас было всего 2 ключа или 1 ключ, вот, честно говоря, не помню. Один вроде у нас ключ был, и я ходил, короче, делал дубликат второго ключа. То есть они сделали, мужики, без проблем. Без проблем сделали, и, в принципе, я там заплатил какие-то там копейки за это все безобразие. Вот, не очень много заплатил, так что если вам надо будет дубликат ключа сделать, то идите вот в этот хозяйственный на Полевой улице. Ну, он как там вот это помещение разделено на 2 части. Вот. И в одном, скажем так, вот это вот типа сотовый магазин находится. Вот. И там, кстати, в этом магазине продаются там простенькие телефончики, простенькие роутеры, вроде пакеты сотовой связи продаются. Вот. И там у них какая-то мастерская еще. Я не знаю, может быть, они там делают сотовые телефоны еще. Вот. Это одно помещение. А второе помещение, там, значит, хозяйственный магазин. Вы знаете, магазин этот хозяйственный, блин, он такой маленький. Вот он там, ну, я не знаю, ну, квадратных
квадратов 15, наверное, может быть и меньше даже. Но там очень много всего. Очень много. Там все увешано, это все налево-направо. Вот, и там, конечно, можно так по мелочи что-то взять. Однозначно можно взять там и гвозди, и болты, и гайки, и перчатки. Там и лестницы продают. Ну, короче, этот магазин открылся недавно. Вот, ну, может быть, с год ему, этому магазину. Вот, так что вот так вот. Заходите туда тоже, в этот магазин, если вам надо что-то по хозяйству. Ну, вот так вот мы пробежались немножко по магазинам. Но на Солнечной там еще есть магазин, довольно-таки старенький. Он так и называется Солнечный. Он находится, знаете где? Вот, если я не ошибаюсь, рядом с Солнечной 9. Вот, ну, где-то в том районе, он такого белого цвета, и он относительно большой, этот магазин. Тот магазин, конечно, старый. Он старый, и там тоже очень много выбор всяческих продуктов, начиная от хлеба и кончая ликероводочным. Там и сигареты тоже продают. Вот, туда тоже можно зайти, вот, и можно хорошо, конечно, прикупиться там, если вам что-то надо так покушать. Вот. А по поводу магазинов, ну, в принципе, все. Нет, подождите, нет, я еще соврал вам. Соврал. Есть еще такой магазин, он находится на Солнечной 9А, рядом с парикмахерской. Он называется Макаш. Вот, магазин Макаш. Это, короче, магазин такой интересный. Там продают продукцию белорусских изготовителей. То есть, как бы там в этом магазине чисто белорусские продукты. Вы знаете, мне этот магазин очень понравился. Вот действительно, реально, мне он понравился. Во-первых, он мне понравился продукцией своей. Там вот это вот, я брал там и квас брал, и колбасу брал, и сыр брал, пармезан. Очень вкусно, очень вкусно. Мне очень понравилось, и не только мне. Многие люди говорят, что там действительно хорошая и качественная продукция. Но и вы знаете, еще понравилось то, что там приветливые продавцы. То есть, как бы тебя никто никуда не посылает, вот, как в некоторых магазинах это делают, но не в Макшино, в других, короче, магазинах. Вот, на территории Макшино, в принципе, я такого не замечал ничего. Продавцы довольно-таки нормальные, адекватные. Вот, так я про Макаш. Вот, нормальные продавцы, девочки, там есть и взрослые женщины, там продавцы. Приветливые, хорошие, добрые, отзывчивые, ничего не могу сказать, так что вот заходите тоже в этот Макаш, и там тоже продается пиво, но пиво, короче, продается белорусское, так что смотрите, но кроме пива, там и классный квас продают, вообще, квас вообще потрясающий, квас такой, ну классный, вот вы знаете, квас такой, блин, он как будто на машине времени прилетел из Советского Союза, вот. Когда-то такой квас продавали, вот, знаете, на улицах стояли бочки, вот, и в этих бочках, короче, в жару подойдешь, заплатишь денежку, тебе бокал кваса нальют, ты как жахнешь этот бокал кваса, и тебе хорошо. Вот, так что вот так вот, там примерно такой квас продают. Вот, ну, это мы так вкратце пробежались по магазинам. В принципе, если про магазины рассказывать, можно очень долго это все рассказывать, долго и упорно. Вот. А мы с вами прощаемся. Увидимся с вами в следующих сериях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.